Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Пасьянс, Таро прогноз, события ближайшего времени. Давайте с вами узнаем, что скоро случится, скоро произойдет, какие события ожидают нас в ближайшие дни, в ближайшем будущем. И именно про события мы сделаем с вами пасьянс, потому что о событиях говорят вот эти маленькие карты с их рандомным значением. Никогда не знаю, что совпадет. Вот давайте на ближайшее время, ближайшие дни. Что для вас, мои дорогие тельцы, нам подскажут карты? Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Ну, а вы переложите на ту составляющую ваших дел, планов, которые вот сейчас вас беспокоят, значение карт. И я надеюсь, подсказок будет больше. Итак, начинаем. Смотрю я и смотрите вы. Что же для тельцов в ближайшее время? С чем будут связаны события, что буквально скоро произойдет? И дай бог, чтобы что-то прояснилось. А вот смотрите, вам дорога выпадает. Куда-то вы можете... Либо вы едете, либо, может быть, и к вам кто-то едет. Или это планируемая дорога. Я могу предположить, конечно, это могут быть временные перемещения и не очень далеко. По каким-нибудь чиновникам, например, да? Ну, или в те места, которые вам уже знакомы, или пусть даже незнакомое место, но, значит, не обязательно это что-то более глобальное. Да, тут могут быть, смотрите, такие перемещения, потому что вы получите какое-то сообщение. Молния– это всегда неожиданность, сама по себе. Вот мы потом посмотрим на картах Таро, это с чем это связано. Это я допускаю, как и знаете, в средствах массовой информации тоже какой-то... Вы услышали новость каким-то образом. Ну, понятно, что это не вами инициировано, но, тем не менее, как-то к вам может относиться. В зависимости от услышанного вы начнете предпринимать какие-то действия. Может быть и так. Смотрим, что у вас еще совпадает. Но тут, похоже, у вас какой-то либо прорыв, в хорошем смысле, да? Какой-то вопрос может решиться. Смотрите, у вас совпадает солнышко. Солнце– это выбор правильного направления. Поэтому, может быть, наоборот даже, вот эта неожиданная новость будет служить как катализатором завершения одного вопроса. И как будто ведь это всегда солнце обозначает ясность, когда у вас прояснится какой-то вопрос. И это здорово. Но если мы говорим о выборе правильного направления, мои дорогие тельцы, то это направление, которое включает в себя последующие 6-8 месяцев. Может быть, вы и получите какое-то предложение или какое-то извещение, когда вам придется не только рассматривать период в несколько дней, а где-то дистанцию вот на полгода как минимум. Есть у вас или группа поддержки, или единомышленники, кольцо, прочная связь, какие-то контакты. Понятно, тут у каждого свое. У кого-то это семья, близкие люди, у кого-то это все же кольцо в целом, партнерские отношения. У кого-то это по работе, такое тоже допускаю. Смотрю, что у вас еще совпало, потому что в нашем пасьянсе то, что в крайних рядах карты расположены, мы можем тоже соединить по горизонтали и по вертикали. Смотрю внимательно, но, откровенно говоря, не вижу, чтобы были совпадения. Но вот вы переживаете по какому-то вопросу. Вот есть у вас какая-то... Да, вот череп– это именно переживание. И, может быть, это был какой-то инцидент или был какой-то разговор, что-то предшествовало. Может быть, вы переживаете где-то предвидя важное решение или получение какого-то документа, согласования. Вы его получите. Вот тогда, ну, пусть это не для всех, но вот для кого-то, когда вы ожидаете важного решения, документа,
И тогда вы его получаете. Но я-то могу сказать, что каким-то образом вам это будет в плюс. Может быть, вы переживаете по поводу дороги, может быть и так. Возможно, это высшая инстанция, где-то вы там согласование проходите, и вы будете, ну, обдумывать и такой вариант, и другой вариант. Это только мысли, понимаете? И это где-то на уровне, ну, наших эмоций, вот именно из-за эмоций. Поэтому тут не переживайте, все же какой-то вопрос для вас проясняется. И я все же склонна к тому, что тут и позиция эта ваша тоже, мои дорогие тельцы, каким-то образом укрепляется, даже если поначалу, ну, как-то так темновато. Пока с вами говорила, просмотрела. Что мы можем еще соединить, не увидела. Поэтому мы идем с вами дальше. Вот как раз давайте по части неожиданностей. То, чего вы не ждете, то, чего вы не видите в виде события, новости, самой по себе неожиданности. Что же спешит на ваш порог? С чем это связано? Это будет первая карта. И в конечном итоге, к чему это все идет или как это дело обернется. По основным сферам жизни. Что спешит на ваш порог в личной жизни? Или чего ждать? Чего ждать в финансах? Ну и также чего ждать в вопросах работы, ваши планы, продвижения, достижения. Ну, может быть, и документы согласования. Итак, то, чего вы не ждете, то, чего вы не видите. А вот смотрите, как интересно. Вообще, это карта вас самих. Даже если меня смотрят девочки мои дорогие, может быть, у вас такой период, ну, собственно, по пасьянсу я могу такое предположить. Это вам приходится быть вот в таких мужских энергиях. Это больше рационализма, конкретика. И это консерватизм где-то, но он вам помогает. Хотя точно так же я могу говорить, очень часто ведь король земли – это человек, который готов буквально делиться. Почему в этой колоде, обратите внимание, с хлебом нам показан. Это тот, кто и добрый, и щедрый одновременно, но и как степень защиты. Вообще реализация какого-то проекта или дела. Вот я об этом говорила. Я тут вижу, что вы сумеете решить какой-то, может быть, достаточно сложный вопрос. Мои дорогие мужчины, ну тогда это ваши энергии. Тоже тут я больше вижу, что что-то удастся. Или какие-то важные согласования, когда вы, наоборот, стабилизируете какую-то обстановку. Может быть, и через решение это приходит темы какой-то для вас очень важной. Но тогда я могу предположить, это еще и какие-то финансовые моменты. Здесь для вас, мои дорогие, в плюс что-то решается. Может быть, вы сейчас где-то, да, вот эта новость, молния, да, переживание, ну, еще 50/50. Но, видимо, в процессе ближайшего времени, ближайших дней все-таки вот эта ясность не просто наступает, но и ваша уверенность. Ну, точно, посмотрите. Если мы говорим, к чему все идет или как дело обернется – по десятке земли, да, очень хорошо обернется. И если даже, вот я могу предположить, может быть, у кого-то слушание в суде, так, похоже, правое дело за вами, мои дорогие. Но даже если очень сложный вопрос, то, тем не менее, вы можете себе каких-то больших плюсов или бонусов, может быть, через договоренности достичь. Это карта, кстати, уверенности и какой-то перспективы и уверенности в сегодняшнем дне. Но это еще у нас традиции, это дела, вопросы дома. Может быть, это у вас как-то с домом связано и одновременно деньги. Может быть, купля-продажа или, ну, какая-то составляющая, которая очень тесно касается вашего благополучия. В целом, если мы говорим, денег как будто будет больше, может быть, и правда вы какой-то спор выигрываете. Или пусть это по работе, чего вы не ждете. Может быть, это и какие-то партнерские отношения, которые именно у вас тут, посмотрите, выпадало кольцо, и значит, это уже какой-то прочный союз. Это может быть и помощь человека. Может быть, это ваш партнер, опять же, который помогает вам какую-то ситуацию финансовую или с домом разрешить. Партнеры – это не обязательно, у кого семья, ну там понятно. Ну, может быть, это
добрый друг или это будет, ну, даже через работу какой-то человек, тогда это будет ситуация рабочая и денежная. Переложите на себя. Но я думаю, не знаю даже карт, видно, что и стабильность, и надежность, тут и порядок, и традиции, да и вообще вы как будто сможете вздохнуть свободно, мне так и хочется сказать. Ладно, давайте мы с вами узнаем, что же там по части личной жизни. Ну, вот какое-то есть ожидание. Может быть, это ожидание связано вот как раз со всем тем, о чем мы говорили. Потому что, с одной стороны, есть какой-то процесс, который касается именно вас, вашей личности. Тут не совсем про любовь эта карта, но про тот вопрос или тему, которая вас, опять же, беспокоит. Вот она так или иначе переплетается с финансами. Но, видимо, и вас тоже каким-то образом затрагивает. Давайте мы достанем дополнительную карту. Это о чем? Хочется прояснить. Для тельцов. Что тут за составляющая? О, даже не сомневайтесь. Пусть это дело сложное, пусть, может быть, это дело эмоциональное, поскольку у вас тут переживания. Пусть вам даже на какой-то период пока кажется, что непонятно, чем закончится, да, ясности нет. Но посмотрите. Да, карта силы будет говорить, что, скорее всего, договариваться-то ведь тоже придется. Не случайно по этой карте, ну, дипломатия, она все же предусматривается. Лев, обратите внимание, и наша дева, прекрасная на карте, которая как ангел с крыльями. Но лев, он подчиняется девушке именно потому, что он не чувствует от нее агрессии. В этом подсказка, мои дорогие тельцы, но менее эмоциональные, хотя вы и малоэмоциональные люди, но можно иногда в некоторых вопросах даже особое терпение как-то так раззадорить, что уже тельца вообще лучше не злить, не нервировать наших прекрасных дорогих тельцов, потому что, да, его раззадорить нужно очень постараться или еще много времени, но уже в гневе он страшен. Поэтому, ну, может быть, кто-то, вас не знаю, решил попытать удачи или испытать, а вдруг у меня получится что-то. Но тут, скорее всего, правда какая-то и на вашей стороне, ну и вы-то более ресурсный. Ну, может быть, и есть какие-то моменты, которые где-то с ожиданием, да, вот тут нам могут такое говорить, и одновременно все же ваша сила. Ну и дипломатия вам будет помогать. Может быть, я могу сказать, потому что тут конкретно прописано мужество. Поэтому если вы сейчас переживаете, что у меня не хватит сил, у меня не хватит терпения, да, может быть, у кого-то очень сложный вопрос. Всего у вас хватит. Не сомневайтесь, вы молодцы. Финансы. Будьте готовы к неожиданностям. Может быть, это, в принципе, откуда вы получаете деньги, может быть, это тот же, вот как один вопрос, да, мы смотрим, потому что пентаклевые карты, и тут ведь у нас пусть как бы рыцарь жезлов, но это, в принципе, как бы будь готов к неожиданностям, нам говорят. Может быть, это где-то совпадает. А вполне вероятно, у кого-то это просто разные какие-то направления. И по работе тут могут быть изменения. Или какие-то неожиданные новости, мои дорогие, тоже могут быть. Тут самое главное верить в собственные силы. Потому что на карте так и написано, что бы ты тут, с чем бы ни столкнулся. Но если ты действительно веришь в собственные силы, то ты все преодолеешь. Может быть, и путанная какая-то ситуация и на работе по части денег, получения доходов. Но вот, видимо, у вас время, когда вы все проясняете. И правда, октябрь-ноябрь – это вот мы как и стабилизируем какие-то сложные вопросы, так и проясняем их. Давайте я спрошу, что это? Это про что? Ух ты. Кто бы сомневался, мои дорогие тельцы. Это как будто кто-то пытался манипулировать. Может быть, тоже и на работе, или по части вашей занятости, в какой-то финансовой ситуации. Но буквально в отношении вас была какая-то нечестность, манипуляции. Может эта карта говорить вот именно о великом манипуляторе в отношениях вас. Может быть, это даже не конкретный человек, а ну, как какая-то игра. Ну, к примеру, мы смотрим с вами
на финансы, да, а может быть, это какие-то системы взаиморасчета, там были сбои или вот что-то такое вот необъяснимое. Значит, вы это тоже стабилизируете. Вы понимаете? Смотрите, карта силы и карта мага. Это как удвоенная сила мага. Хотя я кому-то могу сказать так, что есть вот, да, финансовая ситуация, и пусть это на финансы, а это личную жизнь. Может быть, это взаимодействие с конкретным человеком, и неважно, кто меня смотрит. Потому что тут есть сила, вот как магия, да, но я не имею в виду волшебство, а это когда все стихии в руках. Это где-то обе карты. У дипломатии тоже, посмотрите, две лимнискаты. Это два человека, по сути, как пара, но достаточно сильных, самодостаточных. И сложно им бывает иногда договориться. Но, тем не менее, у кого-то это может переплетаться с личной историей в том числе. Может быть, это кто-то едет к вам, спешит, или вы будете встречаться вот с таким человеком для того, чтобы решить некоторые свои финансовые проблемы. Ну, или даже какие-то темы, которые, ну, так косвенно касаются финансов, а будут сопряжены с неожиданной новостью. Вот, кстати, такое тоже могу допустить. Вот у кого-то из вас именно эта молния будет означать по финансам какое-то сообщение. Перекладывайте на себя, мы все разные. Ваши достижения, работа, планы, вот посмотрите, явно вы будете что-то корректировать. Корректировать, потому что в чем-то либо вы уже не нуждаетесь, или вы уже не видите надобности, вы словно меняете направление. И это карта интеллекта, и как будто мы понимаю, что вот тот вопрос, которым мы прежде занимались, он теперь не имеет значения. Может быть, это происходит именно потому, что вы его решаете. Мы же все разные, правда? Но для кого-то это на планы, смена планов, какая-то перерокировка, какая-то внутренняя перестройка. Именно потому, что, может быть, и ясность наступает. Или ряд вопросов решается, плюс еще какие-то события приходят или приходят новости. И вы, мои дорогие тельцы, видите, что нет, раньше я действовал или действовала таким образом, а сейчас я переиграю. Так будет лучше. И это где-то касается и ваших планов, вашего продвижения, ваших достижений, в целом учебы, работы, то, что у вас стоит как на кону. Ваша ресурсность от начала до конца. Посмотрите, какое-то правильное взаимодействие. Я так думаю, вот то кольцо – это как будто соединение, да, или партнерские отношения, как карта женской силы, ну и карта мага. Все-таки маг у нас всегда представлен мужчиной. Поэтому тут актуально как и для девочек моих дорогих, любимых, так и для вас, мужчины. Вот это солнце. Видимо, в ближайшие дни определяться вам с чем-то точно придется. Но к этому будут и предпосылки, и дважды, потому что что-то у вас проясняется. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. А я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.